Здравствуйте, друзья! Сегодня у меня на обзоре еще одни часы от компании 70 May, которые провели ребрендинг и теперь называются Maimo, о чем свидетельствует надпись на коробке. Новая модель имеет номер VT2105, и основные отличия от предыдущей модели VT1004– это отсутствие GPS-модуля и барометра. Также немного уменьшили экран 1,69 дюйма против 1,78 и сделали его простым TFT, а не хорошим сочным AMOLED. Зато добавили так необходимый сейчас датчик уровня кислорода в крови SpO2. Модель Maimo Smartwatch VT2105, интерфейс Bluetooth 5.0 BLE, экран TFT 1,69 дюйма. Датчики сердечного ритма, G-сенсор, датчик внешней освещенности. Водонепроницаемость 5 атмосфер, аккумулятор 300 мАч. Продолжительность зарядки около 1,5 часов. Срок службы батареи, типичное использование 10 дней, основной режим 21 день. Размер без ремешка 43,75 на 37 на 11 мм. Коробка, в которой поставляется устройство, все такая же черная, плотная и красивая, как у старшей модели. На ней указаны основные характеристики часов и основные возможности. Внутри коробки, кроме часов, есть еще кабель для зарядки, симпатичный оранжевый запасной ремешок в моей комплектации и инструкция на 10 языках, среди которых есть русский или, например, польский, кому какой ближе или какой вы изучаете в данное время. В инструкции есть QR-код, ссылка на новое приложение Maimo Fit для соединения со смартфоном, а также весьма подробное описание работы с экраном и единственная кнопка устройства, что несомненно понравится людям, у которых это первые смарт-часы. Производитель даже не поленился написать, как поменять ремешок и как подсоединить магнитный кабель для зарядки. Часы выполнены в двух цветах – черное и розовое золото, при этом можно подобрать ремешок под цвет корпуса. С черным идет черный и как опция запасной оранжевый, а с Rose Gold можно взять белый и запасной зеленый. Если хорошо поискать, можно найти запасные ремешки зеленого и синего цветов. Все варианты выглядят очень стильно, а приятные на ощупь материалы корпуса и софт-точ покрытия ремешка закрепляют очень хорошее впечатление от продукта. С правой стороны корпуса находится всего одна кнопка, которая отвечает за основные функции, вроде включения экрана, паузы во время упражнения, а также вызов голосового помощника Amazon Alexa, который в наших широтах попросту не поддерживается. Также колесико крутится, но это чисто для фана, поскольку функционально ни на что не влияет, как можно было бы предположить, хотя производитель мог бы повесить на нее прокрутку списков или меню. На тыльной стороне часов расположились датчик пульса, контакты для подключения зарядки и микрофон. Кстати, кабель для зарядки тут, конечно же, свой, специфический, поэтому не вздумайте его потерять. При первом включении часы попросят вас синхронизироваться со смартфоном и любезно предоставят QR-код для скачивания приложения из Google Play Market. После установки Maimo Fit попросит вас выбрать регион, а также системное разрешение, получение доступа к медиафайлам и местоположению устройства, а также попросит зарегистрировать новый аккаунт пользователя или войти в существующую учетную запись. Причем регистрацию пропустить нельзя, поскольку указанные вами параметры, рост, вес, возраст, будут влиять на расчеты различных параметров, такие как рабочая зона ЧСС при включении различных видов тренировок, допустимый уровень стресса для вашего возраста и тому подобное. После синхронизации учетной записи вас попросят добавить устройство. На данный момент у Maimo всего две пары часов, но думаю, в скором времени ситуация изменится. Если устройство подключено к другой учетной записи, Maimo Fit подскажет, как его переподключить. После установки и синхронизации с приложением пора посмотреть, на что способны эти часики. Гаджет просыпается после постукивания по экрану, либо после нажатия на боковую кнопку. Еще есть опция включать циферблат при поднятии руки. Сразу видим главный экран, на котором обычно отображается время, и основные показатели вроде пройденных за день шагов, сожженных калорий или частоты пульса. Что отобразится на экране, зависит от того, какой циферблат вы установили. Есть возможность выбрать из 4 уже вшитых в устройство путем нажатия на экран и удерживания на 2 секунды, либо поискать в сети через приложение. На осень 2021 года доступны уже 3-4 десятка скинов для главного экрана. Есть очень даже симпатичные, видно, что производитель старается, а не делает для вида, чтобы было побольше. С главного экрана путем смахивания мы попадаем в различные функциональные зоны устройства. Смахиванием сверху вниз выпадает шторка уведомлений, как и на смартфоне. Приложения, от которых вы хотите получать уведомления, нужно выбрать в приложении Maimo Fit.
Смахиванием снизу вверх видим 4 быстрые настройки. Режим не беспокоить, включение экрана при поднятии руки, яркость экрана от 1 до 5 уровня и функция «Найти телефон», при нажатии на которую на телефоне раздается громкая приятная мелодия и такая же вибрация в такт музыки. Это на тот случай, когда забыли смартфон под подушкой, в пододеяльнике или на полочке в туалете. Еще на экране отображается уровень заряда, который, к слову, отображается не на всех циферблатах главного экрана, а также статус соединения со смартфоном и текущее время. Смахиванием влево или вправо с главного экрана мы попадаем в карусель виджетов. Их порядок и количество может быть настроено через приложение на смартфоне. По умолчанию это пульсометр, оксиметр, стрессометр, режимы тренировок, погода, голосовой помощник Amazon Alexa, управление музыкой, которая проигрывается на смартфоне, и последний виджет, или первый, в зависимости от того, смахнули влево или вправо, это диаграмма активности за день, шаги, калории и состояние. Да, вот такое название для активности. При использовании первых трех режимов пульсометр, оксиметр, стрессометр, если часы не надеты на руку или не плотно прилегают к руке, то вас попросят застегнуть их поплотнее в своей Google Translate манере. Доступные режимы тренировок поражают своим разнообразием. Тут есть и бег на улице, и беговая дорожка, и йога, и еще много всяких на ваше усмотрение. Порядок отображения можно изменить в приложении, но в отличие от виджетов, которые можно скрыть, если не пользуетесь, список доступных тренировок всегда полный. Почему нельзя было сделать возможность скрывать неиспользуемые активности, непонятно. Вы когда в последний раз играли в крикет? Возможно, это досадное недоразумение исправят в следующей версии программы. Для каждого режима тренировки можно задать цель, нажав на троеточие. По времени от 5 до 300 минут, сожженных калориях от 25 до 1000 килокалорий, дистанции от 0,1 до 999 километров или просто без цели. Тогда не ждите уведомления о достижении чего-то, остановить программу придется вручную нажатием на боковую кнопку. По окончании тренировки вам будет доступна полная статистика по времени, по расстоянию, по затратам калорий, по сердечному ритму, по пройденным шагам. И, если вы разрешили приложению использовать местоположение устройства, он же GPS в смартфоне, увидите даже маршрут тренировки, но это уже в приложении, а не в часах. Следующий виджет «Погода». Все просто, показывает текущую погоду. Необходимо, правда, включить синхронизацию погоды в приложении. Есть более развернутая версия погоды, но она доступна в меню боковой клавиши, об этом чуть позже. После погоды идет виджет управления плеером на телефоне. Плей, пауза, следующая, предыдущая и громкость. Почему-то не показывает название композиции исполнителя. За погодой идет бесполезный виджет голосового помощника Amazon Alexa, который вызывается еще и 2-секундным нажатием на боковую кнопку. Он информирует нас о том, что Alexa не поддерживается в нашем регионе. Последний виджет – диаграмма активности. Просто картинка, которая дублирует информацию с главного экрана по пройденным за день шагам, сожженным калориям и режиму активности, стояние. Отбросив скептицизм, даже такой щадящий режим в плане сжигания калорий пойдет на пользу, особенно тем, кто ведет сидячий образ жизни. Меню настроек или расширенное меню вызывается нажатием на боковую кнопку. Тут мы можем найти новые пункты, расширяющие функциональность часов, помимо уже знакомых нам по виджетам. Есть полезные: журнал тренировок, сон, расширенная версия погоды и другие. Пройдемся по порядку. Первый пункт в списке – это данные о здоровье, где мы найдем знакомую нам диаграмму активности, а также прогресс выполнения ежедневных целей по калориям, пройденным шагам, вставаниям и последнюю тренировку. Следующие два пункта, тренировка и Amazon Alexa, можем пропустить. Все то же самое, что и в виджетах. Затем идет пункт записи тренировок. Тут мы видим тип тренировки, дату и время. Нажав на любую запись, нам предоставит расширенную статистику любой записанной тренировки. После записи ваших тренировок идут уже знакомые нам три пункта: пульс, уровень кислорода в крови и стресс. Часы показывают график измеряемых значений в течение дня. Следующий пункт – тренировка дыхания, где вам предлагают выполнить дыхательные упражнения, задав темп, быстрый, средний или медленный, и время от 1 до 5 минут. После окончания дыхательных упражнений часы вас похвалят и покажут изменения пульса, конечно же, в лучшую сторону. Одному из самых, на мой взгляд, нужному пункту не нашлось места в виджетах, поэтому его спрятали в этом меню. Конечно же, это сон. Отличная статистика по временным промежуткам и фазам сна. За подробной статистикой обращайтесь в ближайшую поликлинику. Шутка, конечно же, в приложении.
После здорового сна с самого утра, конечно же, захочется узнать, что у нас сегодня с погодой. Если в виджетах была просто температура на момент синхронизации с часами, то в данном меню есть еще данные о влажности, силе ветра, УВ-солнечном излучении и температура на ближайшие 5 дней. В следующем пункте «Музыка» видим знакомые нам элементы управления плеером на смартфоне. При этом на название композиции исполнителя места не нашлось. За музыкой идут временные пункты секундомер, будильник и таймер. В секундомере можно нарезать круги. Будильников можно задать точно больше 5 штук, настроив срабатывание по дням недели. Таймер можно выставить произвольный, либо выбрать из имеющихся вариантов. Почему в это меню не включили калькулятор, я не знаю, места бы хватило всем. Следующий пункт нам знаком из быстрого меню, вызываемого с главного экрана смахиванием снизу вверх, это поиск телефона. Смартфон в это время жужжит и пиликает поблизости. Конечно же, это работает только в зоне действия Bluetooth, когда часы сопряжены с потеряшкой. Последний пункт основного меню – это настройка с множеством подпунктов. По порядку, первый подпункт настроек – это циферблаты, уже прошитые либо скачанные через приложение. Это же меню, как мы помним, вызывается двухсекундным нажатием на главном экране. Второй подпункт – яркость, где можно выбрать один из 5 уровней яркости экрана и время, через которое экран гаснет от бездействия от 5 до 20 секунд. Тут же можно поставить автояркость, которая работает благодаря встроенному датчику освещенности, и временной интервал ночью, например, в который яркость автоматически снижается до минимума. Третий подпункт настроек – режим «Не беспокоить», при котором часы не будут вибрировать при получении уведомлений. Можно выставить временной интервал срабатывания. Четвертый подпункт настроек – автоопределение, где мы можем попросить часы определять за нас, когда у нас началась тренировка типа ходьба или бег. Прямо скажем, автоопределение работает так себе, так что лучше начинать тренировку из соответствующего пункта меню или виджета. Пятый подпункт – 24-часовый формат. Выбираем, мы бегаем дома или на Vines Beach США, где 12-часовый формат, AM, PM, вот это вот все. Шестой подпункт настроек – система. Тут затаились пункты перезапуск, выключить устройства, которые помогают при зависании синхронизации с телефоном, и пункт сброс, который сбрасывает часы к заводским настройкам. И последний подпункт меню настройки – это сведения, где нам покажут имя устройства, модель, MAC-адрес и версию прошивки. С самими часами разобрались, самое время посмотреть на возможности фирменного приложения MyMofit. После установки и регистрации на главном экране нам показывают уже знакомую диаграмму активностей, калории, шаги, вставание, сегодняшнюю тренировку, если она, конечно, была, и все измерения, производимые часами: пульс, стресс, энергия, сон и СПО2, он же уровень кислорода в крови. При нажатии на любую активность или измеряемый параметр вроде пульса или сна, мы попадем в расширенную статистику, которую на самих часах просто нет возможности показать. В тренировках можно все данные просмотреть подробно и расшарить в виде длинного JPEG файла. Можно посмотреть историю изменений активности, выбрав на календаре любой день. Также доступна статистика не только в разрезе одного дня, но и недели, месяца и всего года. На второй вкладке приложения, которая называется «Устройство», мы увидим все подключенные через приложение устройства. Нажав на пиктограмму часов, мы попадаем в настройки. Первым делом вас попросят дать доступ к приложению к вашим уведомлениям. Причем можно выбрать приложения, из которых уведомления будут приходить на часы, а не всем сразу. После уведомлений в настройках можно выбрать циферблат главного экрана часов. Вот тут можно выбрать доступные в сети, нарисованные разработчиком, а не только вшитые в часы. В пункте «Индивидуализация» можно управлять порядком и видимостью виджетов, вызываемых смахиванием влево или вправо с главного экрана часов, а также можно упорядочить список тренировок, но, к сожалению, нельзя скрыть из них редко используемые. В следующем пункте «Мониторинг состояния здоровья» есть очень важные настройки, которые пропускать не рекомендую. Первым подпунктом идет непрерывный мониторинг ЧСС, частота сердечных сокращений. Причем можно задать максимальное значение ЧСС и включить уведомление о превышении вашей максимальной ЧСС во время тренировки. Вторым подпунктом идет мониторинг артериального давления с напоминанием о его превышении. Третьим подпунктом идет напоминание пить воду в определенном промежутке времени, например, с 9 до 21. Каждый час телефон будет вибрировать и спасать вас от обезвоживания стаканчиком воды. И последний, четвертый подпункт – напоминание о прогулке, чтобы вы не засиживали свою пятую точку, а прошлись, подышали свежим воздухом. Следующий пункт настроек дублирует пункт уведомления от приложений на смартфоне, настроенный ранее.
После уведомления идет пункт «Погода», где вас попросят синхронизировать данные о погоде, выбрав ваше местоположение вручную, либо воспользовавшись геолокацией смартфона. За погодой идет пункт руководства пользователя, которое мало того, что только на английском, так еще и качает его из сети. Последний пункт – дополнительные настройки, в котором в самом деле нет никаких настроек, а просто можно проверить обновление и посмотреть информацию об устройстве. Стоит заметить, что прошивки выходят регулярно, только за 2 недели тестирования на часы прилетело аж 2 обновления. Последнее, на чем мы остановимся, будет вкладка «Профиль» в основном меню приложения MyMofit. Тут можно и нужно установить ежедневные цели по калориям, шагам, стояниям, вставаниям и здоровому сну, а также свои персональные параметры, от которых будет зависеть подсказки и расчеты в приложениях: рост, вес, максимальная ЧСС, дата рождения и прочее. Еще из важного можно отметить пункт «Доступ к данным третьих лиц», где можно настроить синхронизацию с приложением Google Fit. Пару слов стоит сказать о продолжительности работы. Поскольку в часах нет GPS и экранчик не очень энергоемкий, устройство живет реально очень долго. Заявленным производителем показателям 10 дней интенсивный режим и 21 день обычного использования можно смело верить, особенно если вы иногда забываете их надеть, выходя из дома, или ваша дневная диаграмма активности похожа на мою. Естественно, время работы сильно зависит от интенсивности использования гаджета в плане частоты тренировок, постоянного измерения ЧСС и от того, как много вы хотите узнать о качестве вашего сна. Реальное время зарядки всего 1 час, не с полного нуля, но с 10%, что тоже неплохо. Из недостатков стоит отметить отсутствие NFC, мелкие неточности перевода и редкое подвисание синхронизации с приложением на смартфоне, которое лечится перезагрузкой часов. Личный вывод следующий. Кому не нужен GPS, красивый OLED-экранчик и куча не очень нужных функций, присутствующих в более дорогих моделей часов, можно смело брать, особенно если это ваши первые смарт-часы. Возможно, будет неплохим подарком родителям, бабушкам, дедушкам, для которых важно постоянно следить за здоровьем.